В одном уютном дворике старенькой пятиэтажки жили-были две соседки — Мария Ивановна и Клавдия Петровна. Обеим было уже за 75, но энергии и жизнелюбия им было не занимать. Мария Ивановна, маленькая, худенькая старушка с живыми карими глазами, всегда ходила в цветастых платьях и обожала выращивать цветы на своем балконе. Клавдия Петровна, дама в теле, с громким голосом и неиссякаемым запасом истории из жизни, предпочитала спортивные костюмы и была главной по подъезду. Их дружба началась много лет назад, когда они обе заселились в этот дом. С тех пор не проходило и дня, чтобы с ними не случилось какое-нибудь забавное происшествие. Казалось, сама судьба решила сделать их жизнь похожей на комедийный сериал. Однажды летним утром Мария Ивановна вышла на балкон полить свои любимые цветы и заодно проверить, как растут огурчики в небольшом ящике. К своему ужасу она обнаружила, что все огурцы исчезли. «Ах ты, боже мой!» — воскликнула старушка. «Неужели воры до 5-го этажа добрались?» Не теряя ни минуты, Мария Ивановна помчалась к Клавдии Петровне. «Клавочка, беда! Огурцы украли!» Запричитала она, едва переступив порог соседкиной квартиры. Клавдия Петровна, которая как раз заваривала утренний чай, от неожиданности чуть не уронила чайник. «Как украли? Кому понадобились твои огурцы? Может, птицы склевали?» Предположила она. «Какие птицы? Клава. Там же целые огурцы были, с ладонь размером». Возмутилась Мария Ивановна. Две старушки решили провести собственное расследование. Вооружившись лупой, которую Клавдия Петровна хранила на всякий случай, они отправились на балкон Марьи Ивановны. Осмотрев место преступления, подруги не нашли никаких следов взлома или присутствия посторонних. «А знаешь что, Маша?» — вдруг сказала Клавдия Петровна, прищурившись. «А ведь ты вчера вечером салат делала. Не твои ли это огурчики там были?» Мария Ивановна замерла на мгновение, а потом хлопнула себя по лбу. «Ой, Клавочка, и правда, совсем из головы вылетела. Вот склероз проклятый». Обе старушки расхохотались так громко, что соседский кот, дремавший на соседнем балконе, в испуге подпрыгнул и свалился в цветочный горшок. «Ну что, сыщица ты моя», — сказала Мария Ивановна, вытирая выступившие от смеха слезы. «Пойдем чай пить. У меня как раз огуречный салат остался». Весна в том году выдалась на редкость дождливой. Мария Ивановна и Клавдия Петровна, уставшие от постоянного сидения дома, решили освоить интернет. «Вот, Клава, говорят, там можно и фильмы смотреть, и с родными общаться, и даже продукты заказывать». С энтузиазмом рассказывала Мария Ивановна. «Да ну, Маша, какой нам интернет? Мы и телевизор то с трудом включаем», — ворчала Клавдия Петровна, но любопытство все же взяло верх. Внук Клавдии Петровны, Димка, приехал в выходные и подключил обеим бабушкам интернет. Объяснил, как пользоваться компьютером, показал основы. «Ну вот, бабуль, теперь ты у нас продвинутая», — сказал он на прощание. Первые дни прошли относительно спокойно. Мария Ивановна увлеклась просмотром сериалов, а Клавдия Петровна обнаружила кулинарные сайты и теперь строчила рецепты в большую тетрадь. Но однажды утром Клавдия Петровна ворвалась к соседке с криком: «Маша, там это, как его, вирус». Мария Ивановна всплеснула руками. «Господи, Клава, какой вирус? Мы же прививки делали». «Да не тот вирус. Компьютерный. Тут написано: ваш компьютер заражен.
Срочно отправьте СМС на номер. Клавдия Петровна протянула Марье Ивановне бумажку с наспех записанным текстом. Подруги в панике стали думать, что делать. «А давай Димке позвоним», — предложила Марья Ивановна. «Нет, он на работе. Нельзя его беспокоить», — возразила Клавдия Петровна. «Давай сами справимся». Решив действовать, старушки вооружились народными средствами. Клавдия Петровна притащила бутылку водки для дезинфекции, а Марья Ивановна достала из аптечки йод и зеленку. «Клава, давай для начала протрем монитор водкой. Вдруг вирус снаружи», — предложила Марья Ивановна. Они аккуратно протерли экран, но сообщение о вирусе не исчезло. «Может, внутрь налить немного?» Неуверенно спросила Клавдия Петровна. «Ты что, замкнет же все?» Воскликнула Марья Ивановна. «Давай лучше йодом нарисуем защитный круг вокруг компьютера». Час спустя компьютер Клавдии Петровны был окружен йодной чертой. На системном блоке красовались зеленые крестики, а сами бабушки, слегка захмелевшие от водочных паров, сидели и смотрели на дело рук своих. В этот момент в дверь позвонили. Это был Димка, заехавший проведать бабушку. Увидев эту картину, внук сначала потерял дар речи, а потом расхохотался так, что слезы потекли по щекам. Отсмеявшись, он объяснил, что это была просто реклама-обманка, и показал, как ее закрыть. «Эх, бабуль», — сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы, «вам бы в кибербезопасности работать. С такими-то нетривиальными подходами». Марья Ивановна и Клавдия Петровна переглянулись и тоже рассмеялись. «Ну что, Клава», — сказала Марья Ивановна, «по-моему, нам еще рановато в интернет-пространство. Давай лучше в домино сыграем». У Марьи Ивановны был кот Василий, огромный рыжий зверь, который большую часть времени проводил на балконе, греясь на солнышке и наблюдая за птицами. Однажды утром Марья Ивановна обнаружила, что Василий исчез. «Клава! Клавочка!» — закричала она, вбегая в квартиру соседки. «Васька пропал!» Клавдия Петровна, которая как раз занималась утренней гимнастикой, размахивала скалкой перед телевизором, чуть не выронила свой спортивный снаряд. Как пропал? Куда он мог деться с 5-го этажа? «Не знаю», — всхлипывала Марья Ивановна. «Может, он спрыгнул за птичкой». «Не говори глупостей, Маша. Твой Василий такой толстый, что он бы не смог запрыгнуть даже на табуретку, не то что спрыгнуть с балкона», — рассудительно заметила Клавдия Петровна. Подруги решили организовать поисковую операцию. Клавдия Петровна надела свой парадно-выходной спортивный костюм, а Марья Ивановна вооружилась банкой любимых Васькиных консервов. Они обошли весь двор, заглядывая под каждый куст и лавочку. Марья Ивановна время от времени трясла банкой и звала: «Васенька! Кис-кис-кис!», а Клавдия Петровна громогласно опрашивала всех встречных: «Уважаемый, вы рыжего кота не видели? Вот такого вот». Она широко разводила руки, показывая размеры Василия. Через час поисков они присели на лавочку передохнуть. «Может, его НЛО похитила», — предположила Марья Ивановна. Клавдия Петровна закатила глаза. «Маша, ты телевизор поменьше смотри, какое НЛО. Они что, за котами теперь охотятся?» В этот момент к ним подошла соседка с 1-го этажа, Нина Степановна. «Вы чего, девочки, такие взволнованные?» «Да вот, Василий пропал», — вздохнула Марья Ивановна. «Какой Василий? Ваш кот, что ли?» — уточнила Нина Степановна. «Так он у меня на балконе спит». «Как у вас?»
— воскликнули обе старушки одновременно. «А так, я утром цветы поливала. Смотрю, на перилах моего балкона здоровенный рыжий кот сидит. Потом прыг и в корзину с бельем. Так и спит там до сих пор», — объяснила Нина Степановна. Оказалось, что Василий каким-то образом умудрился спуститься по водосточной трубе с 5-го этажа на 1-й. Видимо, погнался за голубем и не рассчитал свои силы. Когда они поднимались обратно в квартиру, Василия нести пришлось Клавдии Петровне. Марья Ивановна не могла и шага ступить от смеха. Марья Ивановна сказала: «Нет, Клава, зря ты мой телевизор ругаешь. Вон какой детектив у нас получился. Прямо как в кино». Клавдия Петровна, пыхтя под весом упитанного кота, только проворчала: «Ага, детектив. Называется операция «Пузан», или как Василий решил похудеть». С тех пор Василию было строго-настрого запрещено выходить на балкон без присмотра. А Марья Ивановна и Клавдия Петровна еще долго вспоминали эту историю, каждый раз находя в ней новые забавные детали. Однажды Клавдия Петровна, насмотревшись передач про моду, решила, что пора обновить гардероб. «Маша», — сказала она соседке, — «пойдем в торговый центр. Хочу быть модной бабушкой». Марья Ивановна только руками всплеснула. «Клава, ты в своем уме? Какая мода в наши годы? Нам бы что поудобнее да потеплее». Но Клавдия Петровна была непреклонна. «Вот именно поэтому, Маша, нас и считают старушками. А я хочу быть стильной пенсионеркой». Делать нечего. Отправились подруги в торговый центр. Клавдия Петровна сразу направилась к отделу молодежной одежды. «Вот, Маша, смотри, какие лосины. С леопардовым принтом». Марья Ивановна чуть в обморок не упала. «Клава, побойся Бога. Ты в этих лосинах на леопарда похожа будешь, только очень большого». Но Клавдию Петровну было не остановить. Она набрала целую кучу вещей: ярко-розовую футболку с надписью «Я королева», рваные джинсы, кроссовки на платформе и даже кепку с прямым козырьком. «Клава», — взмолилась Марья Ивановна, — «давай хоть что-нибудь приличное посмотрим. Вон, например, отдел классической одежды». «Нет уж», — отрезала Клавдия Петровна, — «я решила быть модной, значит, буду модной». В примерочной начался настоящий цирк. Клавдия Петровна никак не могла натянуть рваные джинсы на свои пышные формы, а когда, наконец, справилась, не смогла застегнуть их. «Ничего», — пропыхтела она, — «будет у меня мотивация похудеть». Футболка с надписью «Я королева» едва налезла, превратив Клавдию Петровну в подобие розового воздушного шара. А когда она напялила кепку задом наперед, Марья Ивановна не выдержала и рассмеялась. «Клава, ты не королева, ты просто космос». Но настоящий фурор произошел, когда Клавдия Петровна вышла из примерочной в полном боевом прикиде. Люди в магазине застывали на месте, глядя на эту картину. Кто-то хихикал, кто-то качал головой. Одна маленькая девочка даже спросила у мамы: «А почему бабушка одета как клоун?» Клавдия Петровна гордо прошлась перед зеркалом, но вдруг остановилась. Ее лицо вытянулось, и она повернулась к Марье Ивановне. «Маша, а ведь ты права была. Я в этом похожа не на модную бабушку, а на огородное пугало». Марья Ивановна облегченно вздохнула. «Ну, наконец-то ты это поняла, Клава. Давай лучше посмотрим красивые платья или костюмы. Будешь элегантной дамой, а не подростком». В итоге Клавдия Петровна купила себе красивое платье в цветочек и удобные туфли. А по дороге домой подруги так хохотали, вспоминая модный эксперимент, что даже забыли выйти на свои остановки и проехали лишнюю. «Знаешь, Маша», — сказала Клавдия Петровна, когда они наконец добрались до дома, — «я поняла, что главное не в одежде.
Главное — это душой не стареть. Вот именно, Клава, подтвердила Марья Ивановна. А душой мы с тобой еще ого-го какие молодые. Жизнь Марьи Ивановны и Клавдии Петровны продолжала бить ключом. Каждый день приносил им новые приключения и поводы для смеха. Они по-прежнему спорили по пустякам, помогали друг другу в трудную минуту и радовались каждому новому дню. Соседи уже привыкли к тому, что из квартир двух старушек то и дело доносится громкий смех или звуки очередной необычной затеи. А сами Марья Ивановна и Клавдия Петровна были уверены, пока они вместе, скучать им точно не придется. «Знаешь, Клава», — сказала как-то Марья Ивановна, попивая чай на балконе, — «мы с тобой еще дадим фору молодым». «Это точно, Маша», — ответила Клавдия Петровна, подмигивая, — «мы еще не то устроим». И обе рассмеялись, предвкушая новые приключения, которые обязательно ждали их впереди. Ведь жизнь прекрасна и удивительна в любом возрасте, особенно если рядом есть верный друг и чувство юмора.